Всем привет! Я очень люблю игры. Я думаю, вы заметили. Но еще больше я люблю атмосферные игры. Ведь что может быть более погружающим в игре, чем ее атмосфера? И также я являюсь большим поклонником инди-игр. Так вот, сегодня мы поговорим о легенде атмосферных игр в инди-геймдеве. Дэвид Шиманский. Его все знают по играм, такие как Dusk, Gloomwood, Squirrel Stepler и Iron Lung, по которой уже фильм вышел. Но сегодня мы затронем его намного менее известную раннюю карьеру, а именно его первые 4 игры. На самом деле их больше, но я решил обозреть именно те, которые находятся в Стиме. Так что давайте поменьше тянуть и наконец-то погрузимся в самую раннюю карьеру легендарного Дэвида Шимански. The Moon Sliver, что в переводе означает «тонкий серп луны». Ну, для удобства давайте просто серп луны. Первая игра в нашем списке. Мы появляемся в каком-то помещении. Вокруг разброшена мебель, нету освещения. Подойдя к бочкам, появляется текст. Дэниел был спокойным человеком, который провел свою жизнь в старых книжках или в своих мыслях. Он думал, откуда взялись эти бочки и кто их сюда поставил. Мы выходим на улицу. Вчера 4 человека жили на этом острове. Сейчас остался только один. Мы находимся на маленьком, сером, безжизненном острове. Рядом стоят 4 домика. Я сразу пошел туда. Зайдя в один из них, повсюду были свечки, а на коробке лежала записка, где кто-то пишет, что на острове живет злой человек, и что он хорошо его знает. Он его лучший друг, его злейший враг, и что его имя – это грех. Мы неразрывно связаны. Несомненно, нет ада хуже этого. Зайдя в другой дом, там также была записка. Я помню, как луна все еще светила, когда каждая ночь омывалась теплым серебром, и тени были загадочные и дружелюбные. Остров был местом веселья. Это было очень много лет назад. С момента, как она исчезла, это место стало холодным и застывшим. Дэниэль и Элли молоды. Они не чувствуют этого. Они не помнят, каким мир был до этого. Но Абель и я помнят. И мы оба наполнены тоской по веселью, которого больше нету, по друзьям, которых больше не существует, по чувствам, которые больше нельзя испытать. Когда я был моложе, я улыбался, потому что хотел улыбаться. Сейчас улыбка — это всего лишь маска. Я верю в слово Гектора и религиозным учениям, которые мне передавались. Возможно, Луна все еще там, спрятанная за облаками, в темноте. И возможно, те, кто ушел прежде нас, ждут там. Мы не можем этого знать. Остается только ждать смерти. И правда будет рассказана. Я готов. Я готов к началу новых приключений. Также в этой комнате лежал маленький сундучок, закрытый на ключ. Она взяла нож с полки. Лезвие было тупое и ржавое, но заостренное. Она не улыбалась. Да, как вы поняли, в этой игре очень много текста. Настолько, что она больше даже является визуальной новеллой. Поэтому, чтобы вам не было так душно, ведь никто не любит читать, я попытаюсь просто кратко пересказывать то, что происходит в игре. В общем, у нас тут есть 4 персонажа. Дэниэль с Элли и Абель с Исой, или Айсой. И когда-то на этом острове светила луна, но сейчас она пропала, и остров стал серый, безжизненный. И в бесконечной депрессии, которая постоянно висит в окружающей среде, они доживают свои последние дни. Мы тем временем встречаем проход в гору, в который нужно будет зайти при наступлении ночи. Пройдя дальше, мы видим руины. И Айса помнила времена, когда эти дома еще стояли здесь, наполненные семьями. Также Абель говорит, что они с Айсой старые и только продолжают стареть. Но Айса всегда была оптимисткой. Она всегда улыбалась, в отличие от Абеля. А мы тем временем подходим к еще одному уцелевшему зданию.
Это был небольшой храм с пустым пьедесталом по центру. Серп луны пропал. На этом моменте среди оставшихся 4 людей начался переполох. Кто-то украл серп луны, и это нельзя было просто так оставлять. Но что же такое серп луны? В храме лежит 4 записки. Это слово Гектора, о которых мы слышали ранее. В общем, из этих записей мы узнаем, что серп луны – это священное писание, которое благородный Гектор якобы получил от Луны, которая лично с ним заговорила. Это писание никто не может прочитать, но этих слов боятся все демоны и чудовища. Также мы узнаем, что есть какой-то лесной зуб, монстр, что живет в лесу, является намного опаснее, чем все другие демоны. Оно ненавидело людей и этот остров, но Гектор, взяв серп луны, смог одолеть его. Но оно все еще живет в глубинах, и пока серп луны охраняет это место, чудовище не осмелится вылезти. Так что вполне понятно, что сейчас, при пропаже данного писания, всех окатил страх. А на острове уже начинает темнеть. Айса продолжала улыбаться, но ей было совсем не весело. Они размышляли, кто же мог взять серп луны. Конечно, начались ссоры и разлады. Выйдя из домов, наступила совсем кромешная тьма, и лил дождь. Когда-то здесь был лес. Видимо, эти 3 стручка – это последние деревья, что остались на этом острове. Но хоть и настала ночь, я все еще не мог зайти в гору. В первых домах, найдя ключ и открыв тот самый сундучок, я нашел разговор про хранилище, и чтобы его открыть, нужно нажать 3 первые кнопки и не трогать 4-ю. Элли было не по себе. Темнота еще никогда не была такой устрашающей. Она была живой, наблюдающей. «Элли!» Голос Дэниеля прозвучал в тоннеле. Затем тишина. Ее не покидало чувство, что за каждым углом ее что-то ждет, скрываясь от ее взора. Дэниэль услышал тихие шаги, но обернувшись, там никого не было. Элли потерялась в этих тоннелях. Она чувствовала себя напуганной и запутанной. Дэниэль позвал ее снова. «Элли!» Но ответа не было, и он услышал шаги снова. Далее мы видим фонарик на полу. Он даже не успел крикнуть, увидев силуэт в его фонарике, бросившийся на него. Она почувствовала его дыхание перед его когтями. Затем она была мертва. В общем, Дэниэль и Элли пошли в хранилище, скорее всего, чтобы пополнить припасы. Но из-за пропажи серпа луны чудовище проснулось, лишив жизни их обоих. И теперь оставалось только идти в гору. Айса не помнила последний раз, когда она тут была. У нее в руках был нож. Вчера серп луны пропал. Сегодня пропали Элли, Дэниэль и Абель. И слово Гектора было у нее в сердце. «Элли! Дэниэль! Абель!» Абель услышал ее, и он ответил. «Я здесь». В его голосе было что-то странное. Айсе это не нравилось. «Что ты здесь делаешь?» «Я читаю о прошлых веках», — он сказал. «Ты не знаешь, где Элли и Дэниэль?» «Нет», — ответил он. «Они пропали. Они пропали, и серп луны пропал. Ты меня понимаешь? Ты понимаешь, что это значит?» «Понимаю».
Ночь настанет через пару часов, и мы должны держаться вместе. Мы можем спать в одном доме, моем или твоем. Мы будем поддерживать огонь. Мы будем держать двери закрытыми и будем молиться, Абель. Мы будем молиться невидимой луне, просить о милосердии и защите. Ты счастлива здесь, Айса? Мы не можем оставаться в темноте. В темноте оно процветает. Ты счастлива? Да, я счастлива. Пожалуйста, Абель. На его глазах были слезы, и ему было сложно контролировать свой голос. Айса, я тебя знаю. Я знаю каждый уголок твоего разума. Ты несчастлива. Никто из нас не счастлив. Айса не ответила. Я остаюсь здесь. Слезы лили беспрерывно. Я бы хотел, чтобы ты осталась со мной. Пожалуйста, останься со мной. Я найду тебя, Абель. Я выпустил это, Айса. Я разрушил серп луны. Айса была в шоке, но ничего не говорила. Я сжег его вчера, после разговора с Дэниелем. Ее глаза наполнились слезами предательства и злобы. Что? Абель? Нет, зачем? Ты хочешь, чтобы мы отправились в ад? Ты хочешь, чтобы мы отправились туда с тобой? Мы уже в аду. Этот остров, этот ужасный, беспощадный, одинокий остров. Это место греха, это ад. Я видел обрывки, которые нашел Еремия много лет назад. Я читал их до того, как они были уничтожены. Возможно, я был единственным, кто их читал. Я не верил им, но с тех пор я прожил жизнь и увидел истинность их слов. Айса не могла ничего сказать, и слезы лили по ее лицу. Она просто продолжала идти к голосу, и нож был сжат в ее руках. Ты не читала обрывки, Айса, но я читал, и я помню их четко. Я помню их с невероятной ясностью. Не бойся темных теней и царапин в ночи, ибо лесной зуб твое спасение. Это твой побег. Там говорилось об этом и о многом другом, Айса. Лесной зуб здесь не для того, чтобы забрать нас в ад. Он здесь, чтобы вывести нас из ада. Она могла его видеть. Ее фонарик пробивался через туман. Он сидел на стуле. На его коленях была книжка. Как она к нему подходила, она могла видеть, как он плачет. «Я верю слову Гектора. Я не отправлюсь в ад. Пожалуйста, поверь мне. Пожалуйста». «Я верю слову Гектора», — она сказала снова. И поставила нож к груди. «Нет, нет, Айса, пожалуйста, не надо. Оставайся со мной. Не оставляй меня одного. Я люблю тебя. Я люблю тебя так сильно». Она закрыла глаза и надавила. Она помнила, где находится сердце из старых книг отца. Абель не успел поймать ее падающее тело. Он встал на колени и плакал какое-то время. Он больше не был сильным молодым человеком, но тело Айсы было легкое. Он мог отнести ее к воде, она всегда любила воду. Но потом что? Читать? Читать, пока оно его найдет? Он больше не хотел читать. Он был готов избавиться от этого проклятого острова, книг и всего остального. Он просто бродил, бесцельно и свободно, чтобы взглянуть на остров в последний раз и почувствовать, как ветер уносит воспоминания. И затем, когда настала ночь, он вернулся и ждал. Утро взошло на пустом острове. Холодное, яркое и ветреное. Серп луны. Что ж, вот и конец первой игры. В итоге, все это время мы играли за Абеля, который уничтожил священное писание, тем самым обрек на смерть Дэниеля и Элли, и в конце и Айсу, которая не желала отправляться в ад. В итоге Абель решил сделать последний обход острова и отправиться обратно в тоннель, ожидая своей гибели. В этой игре затрагиваются такие темы, как одиночество, изоляция, вина, вера, внутренний конфликт.
также страх неизвестного и страх перед самим собой. Вся игра — это последняя прогулка Абеля перед смертью. И теперь давайте я кое-что вам скажу. Все на этом острове погибли не от рук какого-то там чудовища лесного зуба и так далее. Да, я сейчас говорю о том, что возможно никакого монстра и не существует. Чудовище лесной зуб — это метафора депрессии, вины и желания умереть. На самом деле тут есть две теории. Даже три, ладно, три теории. Все в этой игре погибают от своих же рук. Из-за той самой депрессии, вины. Потому что игра наполнена этим чувством. И все персонажи так или иначе затрагивают эту тему. Вторая теория о том, что всех убил именно Абель. Такой вариант тоже вполне возможен. И он даже, мне кажется, более правдоподобный. Ведь каким образом он знает о всех мыслях, которые преследовали персонажей, и то, как умерли Дэниэль и Элли. Мы конкретно знаем то, что Дэниэль не успел вскрикнуть, когда увидел его силуэт в своем фонарике, и то, что Элли сначала почувствовала его дыхание. В принципе, все складывается. Как по мне, это самая правдоподобная теория, и я считаю, что именно это и произошло. Ну и да, есть последний вариант о том, что чудовище реально, и да, это именно оно всех убило. Но, не знаю, это немного рушит концепцию игры. В общем, пишите свою версию в комментариях. И что вы вообще думаете? Мне будет очень интересно почитать. Что ж, после такого нужно, конечно, отойти немного. Тут бы сейчас идеально подошла бы реклама, но у меня ее нет. Так что я могу вам просто предложить подписаться на мой канал. Ведь у нас планка только повышается. С каждым видеороликом все лучше и лучше. Так что спасибо всем, кто подписывается. Для меня это значит очень-очень много. Ну что ж, переходим ко второй игре. Музыкальная машина. Здесь рассказывается история о двух персонажах. Точнее, об одном. Или у которого две личности. Короче, мы играем за маленькую девочку, телом которой управляет 30-летний мужик. Да, уже звучит как минимум, я не знаю. В общем, девочку зовут Хейли. И по какой-то причине ее телом управляет дух 30-летнего мужика по имени Квентин. Нет, не Тарантино. Но, в общем, этот Квентин, опять же, по непонятной причине, хочет убить Хейли. Но он хочет ее убить каким-то особенным путем. То есть она ему говорит, что ты управляешь моим телом, ты можешь хоть меня сбросить с горы, можешь заставить меня пырнуть себя ножом, можешь все что угодно сделать, но он этого не делает. В общем, мы оказываемся опять на острове. На протяжении всей игры мы ведем внутренний диалог между двумя персонажами. Вообще очень даже прикольные, интересные диалоги тут ведутся. Я с них очень много раз смеялся. То есть, юмор в этой игре присутствует, и он очень даже смешной. Например, Хейли просит у Квентина покурить, да, она хочет сигарету, и он ей говорит, типа, нет, ты еще очень маленькая. Она говорит, я до смерти хочу покурить. Что-то такое она говорит, короче, да. В общем, первым делом я нахожу какие-то обломки какого-то здания. В этой игре можно подбирать предметы, можно их кидать. Правда, самого себя убить не получается, я пробовал. В общем, первым же делом в глаза бросается то, что в этой игре есть стиль. Все сделано в одном цвете, очень даже интересно выглядит. Затем мы находим какой-то дом. Зайдя в него, Хейли говорит, что она чувствует что-то странное в этом доме и вообще на всем острове. Как-то весь остров очень странно ощущается. Но Квентин говорит, что он ничего не чувствует. Мы находим записку на стене, на которой пишется про маленького мальчика Роджера, который приехал сюда в библейский лагерь и встретил девочку по имени Хедер. Они любили охотиться на змей, веселиться на острове и вообще хорошо проводили время. Это было 33 года назад. Сейчас этот остров его,
и он король. Но он всегда запомнит Хедер, которая останется у него в сердце как маленькая и веселая девочка. Затем он говорит, что он, король, умрет, и дома на этом острове загниют, и, возможно, кто-то когда-то найдет это место, и узнают, что мальчик по имени Роджер и девочка по имени Хедер встретились здесь, и они любили охотиться на змей, лазить по деревьям и веселиться. Далее мы встречаем еще один дом. Зайдя в него, там пахло старыми сигаретами, и было чувство, что кто-то за нами наблюдает. В холодильнике была очень сильно протухшая еда, которая буквально уже в пыль превратилась. На столе было то же самое, и спустившись в подвал, мы находим ключ. И на стенке мы видим записку. Твое имя Роджер, и это твое королевство, и это твои правила. Правило номер 1. Твое детство было наполнено жалкими выдумками и сказками. Теперь ты повзрослел. Правило номер 2. Запомни одну правду. Правды не существует. Правило номер 3. Забудь правду. Реальность — это то, что ты определяешь. Правило номер 4. У тебя есть книжки, наполненные выдумками и сказками. Используй их. Создай свою правду. Создай счастье. Правило номер 5. Ты король. Ты бог. И также на отдельной записке есть правило номер 6. Не бойся и не доверяй трещащему шепоту между деревьями. Для них ты больше, чем равен. И также на полу мы находим графические журнальчики. И Хейли очень хочет их посмотреть, но Квентин говорит: боже мой. Также мы узнаем, что у Квентина была девушка, даже две. Первая считала, что он был слишком контролирующий, а вторая, что он был слишком мстительный. Квентин говорит, что он признает, что он и контролирующий, и мстительный. В шкафчике сверху мы находим очень много денег, десятки тысяч. И Хейли очень их хочет, но Квентин их не берет. И она даже матерится на него за это. В итоге они посылают друг друга куда подальше, и все. Напомню, что телом управляет именно сам Квентин. В общем, выходим из дома и направляемся к церкви. Первым делом в глаза бросается то, что крест перевернутый, что означает дьявола, сатану, все в этом плане. Попытавшись зайти, ничего не получается. И даже сказать больше, это не двери, это просто бетон, которым сделали очертания двери на стене. Очень странно. Но мы подразумеваем, что есть какой-то другой вход. Но это очевидно, должен же быть вход в это здание. И также рядом с входом был какой-то огромный камень, на котором вычертан знак. Но он для героев ничего не значит. Ну, в общем-то, я пошел искать что-нибудь еще на острове. Быть может, где-то здесь я найду подземный вход в церковь? О боже мой, да, это он и есть. Ну, по крайней мере, вход точно есть. Ведет ли он в церковь, не знаю. Также здесь происходит довольно неловкий разговор между Хейли и Квентином, где она с ним немного заигрывает, спрашивает, нравится ли ему, как она выглядит. Да, у 30-летнего взрослого мужика, который находится внутри нее и управляет ее телом. Но также мы из этого диалога узнаем, что ему 34 года, а Хейли 12 или 13. Ну, она говорит, что ей 13, а он думает, что ей 12. В общем-то, да. Немножко они об этом спорят, и в этом споре мы узнаем, что отец Хейли застрелил Квентина, когда он еще был жив. И, скорее всего, это является причиной, почему Квентин хочет убить Хейли. Она вообще немного странная. Ее отец убил Квентина, потому что она призналась ему в любви, а Квентин, как и любой здоровый человек, отвергнет предложение о любви от 12-летней девочки, но она не смогла это принять и пожаловалась отцу то, что Квентин якобы хотел ее изнасиловать. То есть в этом смысле я полностью понимаю Квентина. Правда, мы не знаем, каким образом вообще Квентин оказался в теле Хейли.
В общем, да, продвигаемся по этим тоннелям. В одной из комнат находим монтировку. И далее используем ее, чтобы открыть проход. Также хочу отметить, что в этой игре замечательный саундтрек. Ну, в принципе, игра и называется «Музыкальная машина», так что неудивительно. Ну а мы так и оказываемся в церкви. Тут мы находим что-то наподобие пианино. И какая-то ручка. Это все явно не просто так. На полу находим пару записок. На одной из записок мы находим что-то полезное. Там написано «Ферма свиней и дыма» и цифры 010111. Ну, это, конечно же, код для этого самого пианино. Там, где 1 мы нажимаем, там, где 0 мы не нажимаем. И, поворачивая ручку, сзади нас открывается портал. Зайдя в него, мы оказываемся в красном измерении. И Хейли подмечает, что тут довольно жарко. И веет запах протухшего мяса. Мы идем по дороге. Стоят столбы, только они без проводов. Какие-то строения, похожие на небоскребы. Далее встречаем какую-то непонятную башню, которая издает странный звук. И далее идем на мост. Это что еще такое? Вот реально стоит отдать должное. Я, идя по этому мосту, реально почувствовал небольшой страх, тревогу. Не знаю, было ли это запланировано так, но слыша эти странные грохоты, оборачиваясь назад, как будто я ожидал, что кто-то за мной начнет сейчас бежать. Реально было стрёмно. В общем, дальше я пошел к какой-то фабрике. Забор был сделан из железа, но выглядел как дерево. А рядом было что-то странное. Это были свиньи. Деревья тоже сделаны из железа. Все это было очень странно. А в маленькой будочке рядом был такой же портал. Далее я подошел к еще одному странному месту, в котором стояло два домика. В одном из них горел костер, правда, он был ледяной, вообще не издавал тепла. Также в тумбе лежал что-то наподобие кусачек или какого-то инструмента, но там не было никакого даже механизма, это просто был стальной кусок металла. В общем, все в этом месте выглядит очень фальшиво. И во втором доме я нашел еще одну записку. Там было еще 3 набора цифр. Видимо, это еще 3 измерения, которые нам нужно будет посетить. Идеально. Ну что ж, пора немного попутешествовать. Первый на очереди был шипастый лес. Ну что ж, поехали.
Как только мы сюда попадаем, Хейли моментально что-то не нравится. Она кричит: «Квентин, быстрее, беги в укрытие!» Мы заходим в домик и спрашиваем, в чем проблема. Дождь! Дождь, он вредит мне. Он ядовитый? Нет, я не знаю, я не могу объяснить это. Хорошо, туда возвращаемся. Нет! Я могу чувствовать, оно убивает меня. В общем, в этом месте опасный дождь, и нам нельзя долго под ним оставаться. Это зеленый лес с голыми деревьями, ветки которых напоминают шипы. Ну, я побежал. Ау. Это чувствуется ужасно, Квентин. По центру стояло какое-то огромное здание, похожее на завод. Нужно было найти туда проход. Дождь нас чуть не убил, но вход был найден. И тут и правду было что-то наподобие фабрики. Поднявшись по ступенькам, я увидел очередной портал. Нажав на него, я оказываюсь на верхнем этаже этого здания, на котором находилась лежанка, и рядом с ней какая-то записка. Очень даже интересная записка, я вам скажу. В ней кто-то пишет, что ничто, кроме дождя, не может его здесь убить. Ни время, ни голод, ни воля. Только дождь. Ему сказали, что новый мир будет раем, и что его здесь заточили, и что они держат еще людей где-то, в других местах, в других клетках, и что он их не знает, он их не встречал, но он знает их имена. Мэри, Джессика и Гектор. Также он не знает, как долго он здесь был. Слишком долго. Или нет. Или так долго, как он заслужил. Он научил их писать, разговаривать, рассказывать истории. И также он пишет, что под ним находится существо. И что оно рычит и шепчет. «Лесной зуб», оно говорит. «Твой друг», оно говорит. «Послушаться?» Нет. Слишком много ошибок. Кто я? Теперь я знаю. Ни Роджер, ни Иисус, ни король и ни Бог, ни Создатель истины. Мое имя Джудас Искариот. Гектор и Лесной Зуб. Это знакомые нам имена. Да, из этой записки мы узнаем, что эта игра связана с игрой Серп Луны. Гектор — это тот, кто нашел Серп Луны и с помощью него одолел Лесного Зуба, который тоже здесь упоминается. Но давайте об этом попозже. В общем, погуляв еще по этому лесу, я не нахожу ничего, кроме еще одного портала, который ведет нас обратно в церковь. Ну, теперь нам пора отправляться в следующее измерение. Воид. Мы попадаем в красное измерение в каком-то темном космосе, в котором по центру находится левитирующий стул, который называет себя просто голосом. Но он нам рассказывает то, что есть много вещей в реальности и за пределами реальности. И то, что мы находимся в измерении полусонных пейзажей, которые были созданы существами, обладающие ужасающей невинностью, спиндлменами. В переводе спиндл — это веретено, такой инструмент для вышивания, так что это веретоночники. Давайте будем их так называть. В общем, веретоночники — это существа, которые когда-то, за пределами времен, были компаньонами Бога. Они слушали его слова, спали у его ног, и он показывал им пути творения. Они были существами очень хрупкими, способные понимать только напрямую, не имея воображения, эмоций или красоты, только полезность. Это как их создал Бог, и вместе с ним они создавали мир, но потом они от него отделились. В общем, стул нам объясняет, что этим веретоночникам мы совершенно непонятны. Они не понимают наши пути, наши мысли, воображение, эмоции
И все эти измерения — это их попытка воссоздать и понять наш мир, мир людей. Инструменты, которые просто являются кусками металла. Здесь все кажется таким странным. Оно пытается быть похожим на то, что есть у людей, но просто пытается, и пытается довольно плохо. Также голос говорит, что веретоносчники строят какую-то адскую машину. Это их ответ на то, кто такие люди. Они сделали вывод, что мы очень сложные источники звука, и они превосходные музыканты. В общем, Квентин говорит, что нам нужно идти, и голос нам повторяет, что веретоносчники, долбанное слово, веретоносчники очень опасные. Они не знают жалости, не понимают эмоций, но Квентину это только на руку. Его целью и является убить Хейли, так что он говорит: замечательно. Он хочет их найти. Под конец Стул нам говорит быть осторожными, и мы отправляемся в портал. У нас осталось последнее измерение, и называется оно так же, как и игра. Музыкальная машина. При входе в измерение Хейли начинает бояться за свою жизнь. Она наконец-то понимает, что Квентин серьезен. Он и правду готов ее убить. Кажется, мы ожидали чего-то более грандиозного от последнего измерения. Мы оказываемся в пока что самом узком и маленьком измерении из всех, что мы были до этого. Спустившись, мы видим 3 двери. Нам нужно явно работать с ними. Поднимаемся наверх и находим кнопку, нажав на которую открывается один из проходов. Здесь мы находим еще одну кнопку. Нажав на нее, на часах появляется еще одна точка. Меняем стрелку на нее, и открывается другая дверь. Пройдя туда, мы находим нечто страшное. Какое-то место для пыток. Видимо, это и есть та самая музыкальная машина. Квентин рад. Он говорит, это то, что нужно. Он нашел то, как он убьет Хейли. И Хейли в ужасе. Она просит Квентина передумать, одуматься. Но Квентину все равно. И вправду ужасающее зрелище. Даже микрофон есть, чтобы запечатлить звуки. Но также мы находим здесь еще одну кнопку. Войдя в последнюю дверь, мы находим очередной портал. И он нас кидает обратно в красное измерение. Квентин и Хейли не понимают, что происходит. Почему мы снова оказались здесь? Возвращаясь к порталам, мы видим какие-то странные объекты, которые как будто застряли здесь. Мы оказываемся опять в Войде и просим у Стула помощи. Мы не можем выбраться, и голос говорит нам, что мы в ловушке. Веретоносчники нас почувствовали, и они закрывают миры вокруг нас, и они скоро нас найдут. Веретоносчники очень слабые существа, но маленькую девочку они точно смогут пересилить. Они затащат тебя на музыкальную машину и будут играть ужасные сонаты твоим телом. Квентину это, конечно же, нравится. А Хейли в шоке. Она спрашивает, есть ли какой-то выход из этого. Голос говорит, что да, убить их. Тогда ловушка откроется, и мы попадем обратно в наш мир. Квентин говорит ей заткнуться, и они начинают уходить. Ну, точнее, Квентин в теле Хейли начинает уходить. Вообще, сейчас хочу сказать, насколько прикольная задумка. Мы управляем маленькой девочкой, но ей управляет как бы Квентин. Как бы мы играем роль Квентина, потому что мы имеем контроль
над ее телом. И если так подумать, то мы просто слушаем мысли Хейли, но продолжаем делать именно то, что хочет Квентин. Ну а войдя в портал, мы снова оказываемся в измерении музыкальной машины. Опять открываем все проходы, нажимаем все кнопки и опять идем в последнюю комнату и нажимаем на портал. Новое измерение, в котором очень неприятно мерцает цвет. И мы встречаем их. Веретоносчиков. Мы думаем, что делать. Решаем тихо пройти мимо них. Успешно это сделав, мы находим пистолет. И голос нам говорит: без ушей они не могут слышать, без глаз не могут видеть, но они могут тебя чувствовать. Они прекрасно знают, где ты. Они просто решают, как тебя поймать. Оружие — это мой подарок, дух. Голос обращается к Квентину. Нажми на курок, исправь свои ошибки. Квентин берет пистолет и говорит: окей, к черту это. Идем немного постреляем. Я знаю, что такое правда, говорит Гектор. А что такое правда, кроме как прихоть правителей? Вот так он говорит, сидя в своей лачуге и сочиняя свои религиозные листы, утверждая, что только он один помнит, он правит нами. У тебя проблемы с памятью, он говорит. И я признаюсь, что я был зол какое-то время. Мы все были. Я также признаю, что часть прошлого — это всего лишь лихорадный туман. Кошмарные миры, шепоты и ужасающие люди, похожие на иглы. Я не помню все, но я помню достаточно. Гектор и я, мы очень похожи. Когда-то я мог врать, как и он врал. Возможно, я и вправду это делал, но этому конец. Эта земля не рай, это ад. Жалкая тень нашего настоящего дома. Его создали демоны, и поэтому оно рассыплется, высохнет, будет затоплено и погибнет. Остерегайтесь Луны и того, что в ней находится. Доверьтесь скрытному зверю. Не доверяйте серпу Луны. Не бойтесь царапин в ночи, ибо они ваше спасение. Мое имя Роджер, и это истина. Ты дрожишь. Ты в порядке? Квентин спас нашу жизнь, и поначалу он в этом не признается. Он спас ей жизнь и больше не хочет ее убивать. Он сам не понимает, почему он это сделал. Люди — это не какие-то математические задачи, которые просто можно решить. Ну, а Хейли говорит, что она даже к нему привязалась. Квентин даже соглашается дать Хейли контроль над телом на какое-то время. И Хейли, конечно же, говорит, что она первым же делом найдет себе сигарету, как она и хотела в самом начале игры. Но возникает вполне логичный вопрос. А как мы уберемся с этого острова? И далеко, за пределами пространства и времени, находился Красный лес.
Теплые листья шелестели, птицы пели пронзительные песни, ветер стал холодным, и впервые начался закат. Ну что ж, это шедевр. Мне эта игра невероятно понравилась. И давайте же о ней поговорим. И поверьте, тут есть о чем говорить. Ну, во-первых, хоть эта игра и затрагивает немного другие темы, в отличие от Moon Sliver, тут больше говорится о жестокости, возможности остаться человеком, добро, зло, все в этом духе. Но на самом деле главная идея да такая же, как и в прошлой игре. Все так же, кто прав, кто не прав. Все та же безысходность. Здесь история рассказывается о Хейли и Квинтине. Он управляет телом Хейли и хочет ее убить. Причем хочет убить ее самым ужасным способом. Но по мере путешествия он как бы меняется. Он испытывает эмоции. Это человек, который сам был сломлен. Он был унижен и потерял все. Теперь просто хочет причинить кому-то ту же боль, что чувствует он сам. Очень важная мысль игры. То, что настоящее зло не испытывает эмоций. Ему просто все равно. Но теперь давайте поговорим о связи этой игры с серпом Луны. А связь довольно прямая. Это все одна вселенная. Даже сам оранжевый остров в начале музыкальной машины очень похож на остров из серпа Луны. Такие же пустые дома, разрушенные дома. Также есть храм. И также нету ни одного человека. Ну и, конечно же, упоминание того самого писания серпа Луны, лесного зуба, Гектора. И также тут есть новый персонаж, Роджер. Очень важный персонаж, потому что именно он написал те самые листы, которые прочитал Абель из прошлой игры, и из-за них решил разрушить серп Луны и освободить монстра, лесного зуба. Роджер — это противоположность Гектору. Тот говорил о том, что серп Луны — это наше спасение, а Роджер говорит, что спасением является лесной зуб, а серп Луны приведет нас всех к гибели. И тут на самом деле даже непонятно, кто прав. Ведь если так подумать, то мы находимся не в нашем измерении. И вера в серп Луны, ну, вряд ли нам что-то даст. Да, мы будем продолжать жить, но это место является адом, как говорил Роджер. Оно не настоящее. Здесь нету смысла ни в чем. И, возможно, лесной зуб и вправду является единственным способом отсюда выбраться. Но мы об этом не узнаем. Ну и да, я все еще думаю, что лесной зуб это просто метафора. Метафора желания умереть. И тогда получается очень даже интересная дилемма. Одна сторона верит в серп Луны, и то, что это место является раем, и нам нужно в это верить. А вторая сторона считает, что серп Луны это просто бред. Это место является адом, и возможно единственный способ, как отсюда выбраться, это умереть. Лор и вселенная и правду очень интересные. И да, кстати, в прошлой игре, как и в этой, в конце пишется, что эта игра посвящена Рэйчел Шимански. Это жена Дэвида, и в музыкальной машине после концовки нам дают еще один код для пианино.
Ну ладно, давайте переходить к следующей игре. На самом деле Fingerbones была первая игра Дэвида Шимански в Стиме. Но она самая короткая и самая простая из всех. Так что я думаю, мы мало что потеряем, если я расскажу о ней сейчас. Здесь все как раньше. Мы читаем текст и узнаем, что же тут случилось. Конкретно в этой игре мы просто читаем записки. На первой из них писалось: в 15 я потерял свою девственность. Я дрожал неконтролируемо все время. Вчера ночью в подвале я испытал такое же возбуждение. На второй записке мы узнаем, что главный герой развелся со своей женой. И есть какой-то персонаж по имени Кейти. Дальше находим фонарик и еще одну записку, на которой пишется, что он использовал имя своей дочери как пароль от бункера. Понятно, что Кейти это его дочь. Я нахожу какой-то генератор, включаю его, и на столе загорается клавиатура. Вводим туда Кейти, и теперь можем открыть эту дверь. Тут мы находим еще одну записку. Это наконец-то случилось. Весь мир окутан громом и криками, а когда осядет пепел, мы все снова станем дикими зверями. Я вне себя от радости. Я не мог связаться с Лин несколько дней, и насколько мне известно, она, вероятно, мертва. Но Кэти была здесь, когда все началось, и я понятия не имею, что с ней делать. Большая часть города мертва. Мы с Кэти выжили только потому, что убежали в бункер. Возможно, это то, что мне было нужно. Свобода от всех иррациональных правил и бессмысленных социальных ценностей. Просто чистое, прекрасное выживание. Здесь находится спуск в подвал и запертая дверь. И также записка, на которой написано, что пароль в комнату с инструментами – это ее имя. Ну, конечно же, это его жена, Лин. Вводим ее имя на клавиатуре и заходим в эту комнату. Здесь сразу бросается в глаза стол с инструментами и красным пятном по центру. И записка, в которой пишется, что Кэти вспомнила день отца и сделала для него рисунок, но он ее не понимает. Нам еле хватает еды на выживание. Он сделал свечки из всех ее карандашей. Нам нужно больше свечек, на случай, если генератор перестанет работать. И дальше записка с неприятным текстом. Есть вещи, которые я хотел сделать годами. Желания, которые я держал в заперти, в глубине своего сознания. Прошел почти год с тех пор, как я видел женщину. Теперь я понимаю, что нет никакой практической причины больше держать эти желания в заперти. На следующей записке писалось, что пароль от хранилища было что-то, что я мог легко запомнить. И было 3 первые буквы. Спустя небольшое время я догадался, что это имя Лин, просто задом наперед. Заходим в хранилище и читаем очередную записку, на которой он пишет, что я продукт ДНК и эволюции, чьи мысли, чувства и достижения были лишь инструментами выживания и размножения. Но теперь, будучи, возможно, последним человеком, я готов освободиться от этой иллюзии смысла. И также тут мы находим кнопку, нажав на которую, я сначала не понял, что произошло. Но поднявшись обратно наверх, я увидел, что в стене открылась потайная дверь, в которой была кровь и лежало что-то похожее на пальцы. И записка: подвал — это свобода. Пишем на клавиатуре Freedom и идем в подвал. Еды хватит только на одного, так что она все равно умрет, а я теперь свободен.
Свобода. Мне понадобилось уничтожение всего человечества, чтобы обрести свободу. На столе лежал обрывок с дневника. Она наконец-то умерла прошлой ночью. Я не знаю, от голода, обезвоживания или кровопотери. Я выбросил ее тело в лес, ее пальцы, мои антирелигиозные артефакты, мои свидетельства о моральной и интеллектуальной свободе, заперты в сейфе наверху. Я доволен тем, что не сделал ничего плохого. Отец не знал, зачем он вернулся спустя столько лет, голодный и измученный. Он просто хотел в последний раз взглянуть на подвал. С последним мигом фонарик погас, и он остался в кромешной темноте. Он сел на холодный пол и закрыл глаза. Он все еще ее слышал. Даже сейчас. Здесь, в подвале, царила тишина и покой. В подвале была свобода. Что ж, это была третья игра, которая на самом деле первая. Из-за того, что она первая, здесь нету никаких отсылок на остальные игры, она никак не связана с ними. Это первая история, и на самом деле одна из самых жутких. Хотя здесь все истории довольно жестокие, так или иначе жуткие. Но здесь все так же затрагивается одна тема. Здесь нету монстров, ведь самое главное чудовище — это человек. Человек, находящийся в отчаянии, потерявший какой-либо смысл. Ну а мы переходим к последней игре. Он ушел этим вечером, и как настала еще одна бессонная ночь, ее не отпускала ярость. Ярость и гордость. «Я все еще горжусь», — подумала она. «Даже сейчас, хотя бы потому, что отсутствие гордости позволило бы признать потерянные годы, сделать их реальными и придать им силу. Я вкусила яд и почувствовала потребность, превосходящую все остальные. И я сижу здесь, отказываясь чахнуть, в то время как другие, подобные мне, сидят в гниющих домах, на гниющих диванах, просто смотря на пустые стены, думая и ничего не видя. И все же взгляды мужчин на улице судят меня с первого взгляда. И я все еще горжусь тем, что прожила больше жизни, чем они когда-либо узнают. Прожила ее свободно, как женщина. Видела худшее из ее разрушения. И я все еще горжусь, даже сейчас. И гордиться буду до тех пор, пока не стану ничем. Я видела разрушение и наслаждалась всем подряд. И у меня не осталось ни рвения, ни амбиций, ни надежды на изменившийся мир. Но я жила так, и я горжусь этим, потому что гордость – признак женщины. И когда жизнь сгорит дотла, гордость все равно останется. И когда я стану ничем, и иглы, и их яд окончательно высосут из меня все соки, и моя дочь будет презрительно плевать на мое имя, это не будет иметь значения, потому что я прожила больше жизни, чем они когда-либо увидят. Я прожила ее как женщина, и я буду знать, что все было напрасно, и буду молча кричать, что все было напрасно, и отчаиваться, что все это траханье, удовольствие и гордость были ничем, ничем и еще раз ничем. Даже тогда, когда иглы и их яд высосут из меня все соки, и моя дочь будет презрительно плевать на мое имя, и гордость не сможет скрыть потраченные впустую годы. Даже тогда что-то где-то будет знать, что я жила свободно как женщина. И даже в смерти я буду гордиться. И даже когда мир сгорит дотла, они все равно будут это знать.
waves, sweetie. Aren't they pretty? Игра начинается с того, что мы просыпаемся в каком-то деревянном сарае и видим ключ, повешенный на веревке. И тут для нас так удобно лежат ножницы. Берем их, разрезаем веревку, хватаем ключ и открываем дверь. Красота-то какая! Нам сразу кто-то названивает. Sweetie, it's Mom. Нам звонит мама и говорит возвращаться в будку и ждать ее. И ни за что не ходить в подвал и не играться с аппаратом на улице. Конечно же, мы ее просто так послушаем. Размечтались. Подойдя ко входу, я так думаю, в подвал, наша героиня говорит, что дверь слишком тяжелая, и было бы хорошо иметь две работающие руки. То есть у нашей девочки только одна рука. Но вообще в этом дворике есть очень много интересных вещей. Вот, например, фонарик есть, зажигалочка, кусачки, осколки стекла. А также с нашим сарайчиком находилось еще какое-то сооружение. Но дверь была закрыта на цепь. Ну, я сразу вспомнил про кусачки и благополучно раскусил цепь. Я без понятия, как она это сделала одной рукой. Даже с двумя руками это очень сложно сделать. И нам опять звонит мама. Sweetie, you have to stop messing with things. I know you love to explore and play with machines. Мы слышим диких животных вдали леса, и мама нам повторяет, чтобы мы не делали глупостей, что мы не будем в безопасности, если мы не будем ее слушаться. Так, ну возвращаемся к нашему делу. Хоть мы и раскусили цепь, но дверь также держала веревка. Кусачки были тут бессильны, даже ножницы не помогли, они были слишком затупленные, но я взял осколок стекла, и с помощью него у меня так и получилось разрезать веревку. Ух ты, отверточки. You're disobeying your mother, Autumn. Disobedient girls get punished. And the trees have many eyes. Don't touch that machine. Stop getting into things. Don't try my patience. В общем, я взял отверточку, отколупал все болтики и провернул вертель. Пошла вода по трубам. Тут она разделялась на три пути. Одна шла в эту самую дверь, а две остальные шли в землю. Попробовав опять зайти в подвал, у меня получается. И мы оказываемся в этом темном месте. Я сразу вижу фонарик и быстрее его хватаю. Тут есть запертая дверь, за которой слышно волчье рычание. Я покрутил еще один вентиль. Пройдя сюда, я встретил еще одну запертую дверь. Вот только она была закрыта всего лишь приколоченной доской. Также тут в тумбе лежали всякие приколы, вместе со шприцом. И наша героиня подмечает, что такие же шприцы есть в маминой комнате. Топор, к сожалению, для нас слишком тяжелый, тем более с одной рукой. Ау! Каким-то образом пила прорезает нашу руку вдоль, как масло. Но ничего не болит и даже кровь не идет. Без понятия, для чего нам эта пила, но в тумбе я нашел молоток. И с помощью него мне удалось благополучно отодрать скобки и достать доску. Я побежал, взял фонарик, но не пробыв и 5 секунд в новой комнате, нам опять звонят. Do I have to pry off your kneecaps, you little shit? I am your mother. You will obey me. Get
back in your fucking cage. Немного агрессивненько пошло, но это все равно не убедит нас вернуться обратно. Мы только-только открыли новую комнатку. Что ж, идем туда, бросаем фонарик на стол и видим записку на стене. Ты ни на что не способна со своим 9-летним мозгом и одной 9-летней рукой. Думаешь, я случайно повесил этот ключ там, где ты могла до него дотянуться? Также на столе лежит какая-то коробка, закрытая на замок. Плоскогубцами не получается ничего сделать, а вот взяв гаечный ключ, я смог отломать замок. Внутри лежала какая-то странная фигура из стекла. И она идеально вошла вот в это место. Но чтобы открыть дверь, чего-то не хватало. А не хватало воды. Также на стенке я нашел выключатель. Да, я просто так тут 20 минут ходил в темноте с фонариком. Даже смог починить выключатель на второй части комнаты, но правда свет там мерцал. Ну ладно, нужно разобраться с подачей воды. Немного покрутив, повертев вот эти вот вентили, я так и смог настроить подачу. И затем, взяв гаечный ключ, я смог открыть клапан и пропустить воду в эту дверь. Я захотел выйти наружу, но почему-то не получалось. Посветив фонариком, я увидел, что там была стена. А вот тут появился проход. You're a little bitch, you know that? A horrible little bitch. Wasting time playing with electric motors while I slave my life away. Do you think I wanted you? You aren't special. You're spoiled. Because I'm wasting my life giving you the things I didn't have. Твоя мать услышала крики и, шатаясь, вышла на крыльцо с быстро покрашенной зеленой краской и руками с пробитыми дырами. Нашла тебя, свернувшуюся калачиком и истекающую кровью. Ты выглядишь странно, Осень. А ты рыдаешь. Кровь льется на пол. Пес, моя рука! Ты выглядишь странно, Осень. Мы находим какую-то машину, которая делает что-то странное с каким-то куском мяса. Ты сказала своей матери, что собака оставила части бурундука в твоей комнате. Но это неправда. Пес не получил эти порезы в драке. Он не укусил тебя без причины. Мы находим большие ножницы. Кое-как с одной рукой нам удалось их использовать и разрезать эти жилы, или что это перекрывало проход. You'll wake up and I'll still be there. This will all still be there. Do you know what lives deep inside Autumn? Love and fury, a forest and a basement. The world is a growling, grinding machine, and you can't escape its teeth without teeth to match. It devours little girls like you. И все же, я не могу вернуть потерянные годы. Не могу забыть о грядущих презрительных плевках и последнем яде. Не могу заставить свой рот сказать то, что у меня на душе. Не могу остановить поток слов и не сказать вместо этого «Я твоя мать, а ты моя дочь, я люблю тебя». Я знаю это где-то глубоко внутри, но я не могу почувствовать это сквозь крики. Потерянные годы, потребность, которая превосходит все другие потребности.
разрушение и даже гордость. И я не могу заставить слова перестать литься. Или остановить боль на твоем лице. Или заставить свой разум сказать сердцу то, что я знаю глубоко внутри. И свой рот говорить от имени моего сердца и разума, что ты моя дочь, и я люблю тебя, и я твоя мать. И каким-то образом вместе мы сможем оставить позади потери, разрушения, крики, яд и гордость. И однажды мы вместе пожмем кулаки, вспоминая их надменные взгляды, и будем гордиться вместе, и что-то где-то узнает о нас и о нашей гибели. Наблюдая за бесчисленными пустыми иглами, чувствуя потребность, которая превосходит все остальные, вспоминая удовольствие и заглушая крик о том, что все это было напрасно, подпитывая гордость, которая останется, когда земля сгорит дотла. И мать начала вытирать слезы. Она лежала в спальном мешке, прижимая к себе плюшевого дельфина и деталями, с которыми она так любила возиться, позволяя будильнику продолжать звенеть из противоположного угла, и смотрела в потолок. Она пыталась привести мысли в порядок и чувствовала, как туманные эмоции начинают рассеиваться вместе со сном, который их вызвал. Она проснулась. Ее мать зашла в комнату и прислонилась к дверному косяку, смотря на нее. «Уже встала?» Ее голос был слабее и тише, чем обычно. Спустя время она сказала: «Я встала». «Хорошо тогда. Одевайся. Я приготовлю тебе ланч сегодня. Наверное, в холодильнике что-нибудь найдется. Я люблю тебя, мама». Мать сжала губы, несколько раз моргнула и кивнула. «Я...» Она отвела взгляд и кивнула еще несколько раз. «Хорошо». И какое-то время они смотрели на друг друга. Ну что ж, это, пожалуй, еще один шедевр. Здесь нам предоставляется самое большое разнообразие взаимодействиями. Мы можем буквально подбирать любой предмет и использовать его. И да, большинство из них ничего не будут делать. Но почти на каждый предмет появится особый текст, который скажет, что он не подошел и что мы пытались им что-то сделать, но этим инструментом не получилось. В плане геймплея это была самая интересная игра. Ну а теперь о чем же эта игра? Очевидно, весь геймплей это сон, точнее кошмар, который подкреплен и окружен диалогами ее матери, ее мыслями, ее размышлениями о жизни. Она постоянно говорит о своей гордости, и настолько сильно она хочет вернуть потерянную жизнь. Наша главная героиня явно живет не в самых хороших условиях. Отец покинул ее, мать страдает или страдала от зависимостей. Весь кошмар, весь этот сон, который мы проходим, он наполнен всякими олицетворениями того, что происходит в ее жизни. В жизни осени. Ну, например, вот волки. Мы постоянно слышим волков, и один из них даже нападает на нас в подвале. Да, волк даже есть в названии игры. Хищник является метафорой давления и страха, исходящего от близкого человека. Ну, конкретно от матери в этом случае. Вся эта агрессия и безумие ее матери для осени ощущается как настоящий волк. Опасное, страшное и дикое животное. Концовка же игры подводит нас к пониманию глубокого семейного конфликта и психологической травмы. В последнем диалоге осень говорит матери: «Я тебя люблю». Но та отвечает просто:
хорошо. Ах да, еще забыл упомянуть отсутствие одной руки у главной героини. Она также усиливает ощущение неполноценности. Мать считает ее дефектной, сломанной, ну, вы поняли. Это только накаляет их и без того болезненные отношения. Ну и также отсутствие руки это может быть метафорой о потерянной части себя. Неполноценность ее тела также отражается на неполноценности ее жизни, ее детства. Это «Волк в осени», и это была последняя игра. Фух, что могу после всего этого сказать? Давайте сделаем заключение. Первое и самое быстрое это по геймплею. Понятно, что все эти игры одинаковые в этом плане. Мы ходим, бродим, исследуем окружающую среду, и за счет текста мы узнаем лор. И в каждой игре так или иначе присутствует фактор одиночества, ну, за исключением разве что в последней игре, там больше было настроение такого психологического давления, чем одиночество. Ну и давайте про самое главное. Смысл. Все эти игры объединяют похожий смысл. Темные стороны людской психики. Серп Луны и музыкальная машина исследуют, как люди справляются с виной и экзистенциональным кризисом. Тяжелое слово. В общем, хрупкость человеческого разума. Истина в этих играх всегда болезненна, а попытки избежать от реальности или оправдать свои грехи ведут лишь к безумию. Finger Bones тоже затрагивает эту тему, а вот «Волк в осени» больше затрагивает такую, более реалистичную и часто встречаемую тему. Насилие над ребенком, плохие родители, вот эта вся тема, она и правду очень часто встречается в нашем мире, так что эта игра намного легче цепляет именно эмоции у людей. Ведь, как я и сказал, очень часто в нашем мире происходит да, ровно такой же сюжет, как и в этой игре. В общем, эти игры это не просто страшилки. Они не пугают тебя какими-то страшными образами, и уж тем более не скримерами. Они больше доносят мрачную мысль. Зло часто скрывается за обыденными вещами, а людская жестокость намного страшнее монстров и паранормальных существ. Фух, ну и устал же я делать это видео. Тем более, что я не люблю читать, вообще не люблю. Я больше поклонник потреблять игры и их сюжет визуально, а не через текст. Но это все равно был незабываемый опыт. Я получил большое удовольствие от этих игр и их историй, но моей главной целью было рассказать про них вам, ведь они не обладают такой популярностью, как поздние проекты автора. Дэвид Шиманский и вправду талантливый человек. Если вы хотите больше видео по интересным играм, то подписывайтесь на канал, для меня это будет просто ну капец как приятно. С вами был как всегда я, Скуди, и встретимся мы, когда встретимся.